Всем привет! С вами Риста, и мы попробуем поиграть в игру, на которую уже вылили много грязи, несмотря на то, что она всего лишь находится в какой-то там совершенно ранней альфа-версии. И то, во что мы играем, это вообще бесплатная демка для Кикстартера. Я так понял, что сбор средств на Кикстартере на эту игру уже закончился. Я не знаю, удачно или нет. Судя по отсутствию новостей, скорее всего, нет, к сожалению. И это очень жалко, потому что игра... Ну, я не могу сказать, что сейчас хорошая, но перспективная. Я постараюсь сделать на нее более взвешенный обзор. Я не знаю, видно ли будет это на записи, потому что, кажется, OBS сделал правильное масштабирование окна игры, но у меня на моем мониторе игра отмасштабирована так, что все очень сильно растягивается, и видно, в общем, лица выглядят как будто они огурцы. Это не есть хорошо. То есть это одна из проблем. В принципе, графика на данный момент это проблема этой игры. Графика тут по большей части на уровне, ну в лучшем случае, первого Ведьмака. Но нужно понимать, что это именно что демка. То есть это сляпано буквально на коленке, просто чтобы показать общую концепцию. И я могу сказать, что на самом деле графика это самая меньшая проблема, которая есть в любой игре. Потому что графику всегда можно нарисовать лучше, были бы деньги. Всегда можно нанять художников, всегда можно нанять аниматоров. А вот если у вас для игры нет идей, то тогда пиши пропало. Ничего хорошего у вас не получится. Для этой игры идеи есть. Они видны уже даже в этой демке. И я думаю, что вам стоит на них посмотреть. Ну, геймер из меня так себе, поэтому я поставлю легкий уровень сложности. Тем более, что игра, в общем-то, имеет баги из-за ранней версии. И на более высоком уровне сложности я подозреваю, что она может оказаться вообще неиграбельной. Пока что. Вот. Мы играем в неком альтернативном мире, где есть типа Российская империя. Свежие рапорты. Которая славомирская. Господа, пришло время выяснить, что именно происходит в приграничных землях. Доклады и байки, которые мы оттуда слышим, становятся все более безумными каждый день. Привидения, люди с головами волков, сатанинские жертвоприношения, мертвецы, вылезающие из могил. Сам дьявол замечен не менее 5 раз. Последнее особенно удивительно, потому что Володя даже близко не был к тем краям почти год. Надеюсь, тебе это по-прежнему будет казаться смешным, когда я тебя заставлю чистить туалеты до утра. Все же это наконец-то свершилось. Чернь сошла с ума. А потом спрашивается, а чё это они восстали? Будем терять наше время на крестьянские суеверия. Ты не прав, парень. Сначала мы не Надо собирались терять время. Кое-какие из них нам показались даже немного забавными. Но недавно до нас дошли гораздо более зловещие слухи. Некоторым мужикам взбрело в голову, что все это происходит из-за того, что император утратил Божью милость. И если не произойдут перемены на самом верху, то в скором времени нас всех поглотят нечистые силы. Понятно. Подобные дела имеют свойство выходить из-под контроля, если их вовремя не пресечь. Поэтому надо положить этому конец как можно быстрее. Вы поскачете в Благоярскую губернию вместе. Потом разделитесь на 2 части. Володя и Женя поедут в сам Благоярск. Дима, Коля и Саша, вы проверите деревни и хутора в его окрестностях. Какие приказы? Определите источники этих слухов. Найдите агитаторов, которые их распространяют, и уговорите их прекратить. Или убейте их. И то нас устроит. Еще вопросы? Ну, в общем,
это самая Славомирская или как-то там империя, это по сути Российская империя. Ее альтернативная версия. Правит там император Алексей III, а не как положено в этом году император Александр I. Столица империи город Златоград, а этот самый, как он там, Белоярск, по-моему, да? Нет, Благоярск, по-моему. Короче, потом увидим. Это, по сути, аналог Северного Кавказа. Есть вероятность того, что в этих слухах доля правды. Мертвецы, вернувшиеся с того света, и чудовище, вызванное дьяволом. Не забудь взять волшебный медальон и серебряный меч, иначе сатана застанет тебя врасплох. Ну, это первая отсылочка приехала к Ведьмаку. Нет, мы понимаем, Понятно. что мы играем не в Ведьмак. Вы выезжаете немедленно. Честь имеем. Честь имеем. Ну, ребята, ну хором же надо, хором. Ладно, господа, здесь наши пути расходятся. Удачи вам. И вам. Что ты там увидел, Саш? Мы видим сундук. Это замечательная сцена, поэтому мы ее посмотрим. Мне кажется, там что-то есть. В кустах. Что? По-моему, это сундук. Сундук? В кустах? Как он там оказался? Упал с телеги? Потом отрастил крылья и взлетел на холм? Давайте посмотрим. Заперт. Может быть, где-то поблизости есть ключ? То, что мы нашли сундук в какой-то глуши, уже достаточно странно. Если мы еще и ключ найдем, это будет вообще несуразно. И зачем нам к черту ключ? Это сундук, а не сейф. Давайте его просто взломаем. Извиняюсь. Что-то внутри. Похоже на меч. И все? Один только меч? Кто использует целый сундук для хранения одного меча? И зачем они его Геймдизайнеры. оставили тут, в глуши? Это кажется нормальным почему-то. Но просто подумайте, насколько это абсурдно. Ну, в принципе, уже, я думаю, понятно, что это Стёб. Но мы доведем Стёб до абсурда, просто чтобы посмотреть весь диалог. Ты что делаешь? Беру меч. Зачем? У тебя же есть палаш. Может быть, этот лучше, чем тот, который у меня. С чего бы? Они все примерно одинаковые. Только твой палаш чистый и наточенный, а этот меч старый, ржавый и покрыт бог весть чем. Можно ли продать этот меч? Может быть, я смогу его продать? Кому? Кто купит старый ржавый меч, который ты нашел в кустах? И зачем тебе это надо? Ты в курсе, что нам платят жалование, да? Ты что, уже потратил все свои деньги? Подсел на карты? Женщины? В чем дело, парень? Если тебе надо в долг до конца месяца, ты мне скажи, но торговать хламом — это позор мундиру. Если кто-то тебя увидит, мы станем посмешищем. Но вдруг это не хлам? Вдруг это волшебный меч? Наследие Древней Империи? Меч, который нам понадобится, чтобы победить... Меньше пить надо, парень. В следующем трактире я скажу, чтобы тебе так много не наливали. Бросай эту хрень и пошли. Ха! Волшебный меч. Твой волшебный меч у тебя в штанах. Заткнись, Дим. Дело не в мече, а в руке, которая его держит. Я сказал, заткнись. Да.
Насколько я помню, мы потом посмотрим, но, по-моему, как раз таки у Димы фамилия Ржевский. Человек, который кроме меня обозревал эту игру, прямо и зашел весь на коричневые массы на тему того, что ах, какой кошмар, гусары-пошляки. В Российской империи такого не было, все дворяне были культурными. Они были культурными, на людях. Вот то же самое, да, торговать хламом позор мундиру. Материться на людях тоже позор мундиру. Даме такое ляпнуть, тем более. Но извините, друг с другом в кругу однополчан почему нет? Да, загрузки тут всегда такие медленные. Там даже есть предупреждение от разработчиков, что загрузки медленные, если не на SSD, и это может быть воспринято как зависание игры. Но на самом деле игра не зависает, просто долго грузится. Да, Благоярская это губерния. Вот мы и прибыли. Имперская гвардия! Мы спасены! Сам император послал их, чтобы избавить нас от этих напастей! Отстись, дурак! Ты что, не слухал? Тому тирану нет до нас дела! Знамо, это призраки, бесы, которые хотят обидеть госпожу. Так, что у нас тут? О, они совсем как настоящие! Мы и есть настоящий идиот. Руки прочь, пока я их тебе не отрубил. Вы не троните госпожу! Мы все за нее животы положим! Ну вот, думали, что едем крутить очередного схемонаха Сергия, а оказалось, что это какая-то госпожа. Кто вы такие? А тебе почем? Я вас изгоняю, проклятые духи! Сгиньте! Ну вот как раз эти самые предупреждения, что это ранняя альфа-версия, боевая система, анимация, в мире пустовато. Ну и вообще лучше пока не отклоняться от сюжетной линии, которая тут часто тупо одна, и у нас есть в распоряжении только одна глава. Ну для демки это вполне нормально. Так... Из полезного тут у нас камера, журнал. Так, левая атака, правая блок. Я в прошлый раз, когда я пытался начинать, не посмотрел, как выстрел делается. А, колесико, окей. Слишком легко. Ты со мной рядом не стоял. Госпожу! Да, ну управление тут, конечно, не очень. Один есть. Иди сюда, сука! Твоя вот! Ну все, сейчас мы его добьем. Бедолага. Это было неожиданно. Что могло заставить обычных мужиков напасть на имперских гвардейцев? Они были как будто заворожены. Возможно, и правда что-то их заставило. Не говори ерунды.
Не знаю насчет заставила, но они кричали про бесов и злых духов и про какую-то госпожу. Похоже, доклады не были преувеличены. Местные и вправду спятили. Что теперь? По коням и в деревню. Так. Ну, в общем, ситуация довольно-таки интересная. Обратите внимание, что у пистолета можно было тупо не видеть, как положено, один заряд. Никакой невнятной фантазиатины в этом плане нет. Так, я не помню, какая лошадь моя. А, вот та моя, понятно. Веди нас, Саш. Что? Почему я? Я думал, ты тут старый. Это твое первое задание с нами. Соответственно, мы должны понять, чего ты стоишь. В том числе и оценить твое умение принимать решения. Так что веди нас. И не волнуйся, если ты попробуешь сделать что-то слишком глупое, мы тебе скажем. Спасибо. К твоим услугам. Так, почему-то я не могу залезть в седло. С лошадьми такое, да, бывает в играх. В прошлый раз с этим проблем не было. О, залез. Видимо, к ней надо подойти как-то определенным образом. Вообще-то тоже не очень хорошо. Вот, а вот управление мне нравится. В том плане, что оно не какими-то там дурацкими стрелочками, как это часто бывает Что в будет, играх. если я провалю ваши испытания? Не переживай. Мы прекрасно знаем, что делать с людьми, которые слишком много видели. Если что, это даже одна из наших специальностей. Прекрасно. Ты бы не ныл. Тебе повезло, что мы проверяем твои способности. Ребята, которые меня проверяли, Андрей и Юра, не знаю, кто из них был более... Когда я предложил передохнуть после 3 дней подряд в пути, Юра назвал меня слабаком и сказал, что у такой тряпки, как... Похоже на него. И когда я наконец задремал в седле на 4-й день, Андрей отвесил мне такой подзатыльник, что я упал... Веселые ребята. Не могу дождаться знакомства с ними. Я бы на твоем месте не торопился. А где они сейчас? Погибли на задании. Вот. Еще одна проблема, да, что триггеры диалогов, причем отдельных фраз, завязаны на определенные места дороги. И если ехать слишком быстро, то фразы обрываются. Можно, конечно, прочитать по субтитрам, но с моим разрешением, например, экрана, я эти субтитры читать просто не могу. Опять же, сырой момент в игре. А про управление мне нравится то, что управление тут мышкой, а не стрелочками, и поэтому легко управлять лошадью. Вперед! Так, главное не заехать в реку. Будь ты проклят, болван! Нечто не видишь, они имперская гвардия. Прости, дурака, ваше благородие. Добро пожаловать в Залесное. Кто здесь главный? Наш староста живет в 3-м доме слева. Благодарим. Вот, кстати, обратите внимание, опять же, в том обзоре, который я видел, и который меня сподвиг делать свой собственный, потому что это был кошмар. Имперская гвардия. Очень много было криков и возмущений о том, что с посланцами императора простолюдины грубо разговаривают. Офицеры. Но если мы внимательно посмотрим, то вначале на мосту, на том, Да здравствует. нас встречают откровенная голодьба и бандиты. У них даже одежда не стиранная. Боже, храни вас, ваше высокородие. А нормальные крестьяне, вот, пожалуйста, они с нами разговаривают как положено. Разговаривать с благородными. Потому что они свои мозги не пропили, они прекрасно понимают, что им за это будет. Ваше благородие.
Там еще потом будет совершенно замечательный дед, по поводу Боже, которого храни тоже его было императорское очень много величество. возмущений. Но как человек, долгое время проведший в деревне, я могу сказать, что в любой деревне есть такой дед. Живо, баба! Хлеба, соли и... Ваше благородие, я Осип, староста этой деревни. Чем мы обязаны такой чести? Мы слышали интересные истории про ваши края. Мягко сказано. Слава тебе, Господи! Я знал, что его величество не оставит нас этой нечисти. Спасибо вам, ваше благородие, спасибо. Я думал, все, нам наверняка конец пришел. Так. Успокоим его немного. Успокойся. Мы здесь, чтобы вам помочь. Расскажи нам, что тут происходит. Милости прошу, присядьте. Как будто преисподняя открылась, ваше благородие. По окрестностям бродят проклятые чудища, откапывают могилы и воскрешают мертвецов. Мужики, зачарованные адскими духами, стали обыденным явлением вокруг нашей мирной деревушки. И эта проклятая ведьма, ох, Господь помилуй нас, грешников, грядет конец света, я вам клянусь. Извольте, ваше высокородие. Надеюсь, вы не побрезгуете крохами, кое у нас есть. Ни в коем случае. Благодарим за ваше гостеприимство. Вы оказываете нам честь, ваше благородие. На нас напали какие-то странные разбойники на подъезде к вашей деревне. Вы знаете, кто они были? Знамо, ваше благородие. Давеча они были обычными мужиками, но теперь заворожены они дьявольской силой. Понятно. Они из этих краев? Нет, ваше благородие. Они странники, В зачарованные любой этой деревне вам окаянной скажут, ведьмой. что преступники не Она из этих заворожила краев. их мысли. Теперь они ошиваются вокруг нашей деревни, воруют наш урожай и скот и пристают к нашим девкам. Нашим ребятам пришлось оружие взять, чтобы не подпустить их сюда. В основном На из-за удивление, девок. обыденное поведение для дьявольских духов. Они кричали, что охраняют какую-то госпожу. Это та ведьма, про которую ты говорил? Да, ваше благородие. Но никакая она не госпожа. Проклятая чародейка она. Расскажи нам про эту вашу ведьму. Ох, эта блудница виновата во всех наших бедствиях. Нутром чую. Так и есть. Когда-то она была обычной старухой, нашей целительницей. Она жила в той избе на холме всю мою жизнь. В основном держалась сама по себе, но доселе никому не вредила. Мы ходили к ней, когда хворали, и она давала нам травы и зелья. Но одним днем, по весне, она исчезла без следа. 2 месяца ее не было. Сваталась с дьяволом, знамо. Этот рассказ к чему-то ведет? Да, ваше благородие. 2 недели назад она вернулась. Но она поменялась. Каким образом? Ее волосы когда-то были редкие и седы, а сейчас густые и черны, как ночь. Ее лицо, ее глаза, как и были, синие, как небо чистое. Но лицо ее теперь, как у молодой девицы. И ее груди. Когда-то старые Сейчас мужику висячие, прилетит. теперь они большие и пышные. Как... Это ты на ее грудь смотрел, старый кобель. Ты чё, тупая баба? Она меня приворожила. Да-да, Я приворожила. богобоязненный человек, ваше благородие. Но она меня настроила на злые думы. Признаю. Тебя и всех остальных мужиков в деревне. Не говоря про ее проклятых слуг. Потаскуха дьявола она, ваше благородие. Клянусь вам. Эта ведьма кому-нибудь на самом деле навредила? Да, ваше благородие, она пыталась. Она пыталась, но мы ей не дозволили. На день после ее возвращения она спустилась со своего холма в деревню, чтобы почать свое злое колдовство. Наши мужики... Ребеночка они она ослабли почать за хотела. них. Ребеночка. Зачаровала она их своими окаянными силами. Пыталась Окаянными совратить их сиськами. мысли. Но мы, бабы, мы отстояли свое. Мы ей сказали, что дьявольская потаскуха нам тут не нужна среди богобоязненного люда. Она пыталась спорить, но мы не слухали ее вранье. Мы погнали ее святым крестом, ну и на всяк случай палками и камнями. Наши мужики ныли поначалу, даже говорили, что она девка хорошая.
но мы указали им на ее дьявольщину. И тогда их думы вернулись к дому и семье, где им и место. Давай про то, как она кому-то навредила. Мне нравится этот парень. Позже, в тот же день, группа странников пришла к нам в деревню. Мы их остерегли об окаянной блуднице, которая живет на холме. Но вместо того, чтобы ее сторониться, как богобоязненные люди, они зачем-то вздумали ее проведать. Интересно, Вот зачем? тогда-то она заворожила их души и обернула их на свои злые умыслы. Мужской гарем. Эти чудовища, которых ты упомянул, расскажи поподробнее. Да, ваше благородие. Это началось около месяца назад. Как-то ночью мы услыхали странные звуки из леса. Ночной лес всегда полон странных звуков. Нет, ваше благородие. Это были крики. Не людские, пронзительные крики. Я и несколько молодцев из деревни, мы подкрались, чтобы поглядеть, и узрели проклятых чудищ. Они походили на людей, но с головами волков, с огромными красными очами, горящими адским пламенем. Их вожак был воистину огромен, ростом в 3 человека и с рогами, гигантскими жуткими рогами. Коли помыслить, ваше благородие, это было не просто чудище. Сам дьявол, разрази меня громом! Он поглядел на меня своим дурным оком и так... Хватит. Начинай сначала. А? Чего? В этот раз не забывай, что вранье имперскому офицеру подлежит высшей мере наказания. Высшей мере? Что это значит, ваше благородие? Если соврешь нам еще раз, мы тебя повесим. О, молю, пощади, ваше благородие! Я... Ты видел этого дьявола или нет? Нет. Но остальное... Остальное сказал, как было! Ты видел людей с головами волков? Накажи меня, Бог, ежели вру. Мы их увидали и побежали. Побежали, что было Что-нибудь еще необычное было? Было. Деревенское кладбище около леса. На той неделе среди ночи что-то вскопало часть могил. Они что-нибудь взяли? Мощи кои там покоились. Могилы были опустошены. Может быть, грабители? Грабители? Мы бедный люд. Мы не хороним наших покойников с ценностями. И на кой грабителю мощи? Нет, ваше благородие, это бесы из ада. Оживляют мертвецов для своих злых целей, и я как знаю. Вот теперь задаем самый главный вопрос. Последний вопрос. Мы слышали, что в этих краях есть люди, которые считают, что государь виноват во всех этих несчастьях. Никто тут ничего такого не сказал бы. Мы все как один любим императора-батюшку, как отца родного. Да, ваше благородие, вы не услыхаете такой молвы в этой деревне. Годы в 901-м тоже все так говорили. А в деревнях так и в 17-м. Хорошо. Благодарим за информацию. Мы постараемся выяснить, что тут происходит. А вы пока помойте и накормите наших лошадей. Слушаюсь, ваше благородие. Господь будь с вами. Ну-ну. Последний раз я слышал подобные байки в детстве от бабушки. Но они должны же быть на чем-то основаны. Понятно, что он преувеличивает, но вряд ли он выдумал все. Мы уже встретили этих разбойников, и пустые могилы будет несложно проверить. Меня больше интересует эта ведьма. Если она хотя бы наполовину соответствует описанию, хотелось бы на нее взглянуть. Неудивительно. Вперед, Саш. Так, ну к ведьме мы будем заходить в последнюю очередь, я думаю. А вообще, честно говоря, хватит на сегодня. Потому что уже достаточно долго играем. А смотреть потом 3-часовое видео никто не будет, знаю я вас.